Неорганическая окраска хуже вкрашивается, чем гибридная органика, потому что частицы неорганических пигментов крупнее, чем органические. Сейчас тебе буду рассказывать, почему это не так. Привет, булочки. Чтобы ответить на вот эти вот странные вопросы, разобрать эту тему, нам понадобится гриндометр и твоя внимательность. Что такое гриндометр? Гриндометр — это достаточно примитивный анализатор размеров частиц пигментов. Используется в производстве лакокрасочных красок для аналитики. Мы там всю эту тему подсмотрели и используем это для своей аналитики тоже. Здесь у нас есть шкала. Она показывает диапазон размеров частиц в микрометрах, и все, что ниже единицы, это нанометры. Нам интересна, в принципе, шкала, наверное, от 0,5 от 500 нанометров, ну, максимум там до 2 микрометров. Сейчас с помощью гриндометра мы с тобой увидим, что частицы пигментов в красках органических и неорганических плюс-минус в одном и том же диапазоне. Будем мы это все смотреть на двух красках. Я даже взял максимально похожие оттенки. Это жареный каштан из основной линейки и нейтральный темный из серии Brovie One из неорганических красок. Краска из железоокисных пигментов. В чем разница? Нужно понимать, краска из основной серии компонентов в ней куда больше, в ней другая базовая основа, это то, что вы называете водно-спиртовой основой, и самих пигментов в составе больше. Brovie One попроще база, и в составе всего 3 пигмента, 2 железооксида, желтый, красный, и черный Carbon Black. Начнем с гибридной органики. Основная линейка Brovie. Что мы делаем? Мы наносим краску на гриндометр. Эту штуку еще называют клин. И размазываем краску вот таким вот блейдом. В местах, где краска начинает явно полосить, начинается наш диапазон размеров частиц пигментов. Здесь мы видим, что она начинает полосить где-то на 0,5-0,4, то есть 500-400 нанометров. И еле заметные полосочки начинаются на 2, ну и чуть выше. То есть мы можем говорить, исходя из диапазона вот отсюда до сюда, что диапазон размеров частиц краски гибридной органики Brovie от 500 нанометров до 1,5-2 микрометров. Brovie One чистая неорганика на Carbon Black. То же самое делаем. Но самое интересное, в принципе, я мог бы это в самом начале сказать, скажу сейчас, она измельчается в разы сильнее, чем органика гибридная. Здесь у нас краска не так явно полосит, как гибридная органика, но там, где заканчивается, условно заканчивается немного сама вообще полоса, мы ее видим четко, она заканчивается на 500 нанометрах, начинается диапазон размера частиц. И доходит он примерно до 1,5 микрометров. То есть здесь можно говорить, что диапазон здесь от 500 нанометров до 1,5 микрометров. Сейчас ты увидела, что размеры частиц у наших красок, по крайней мере, у Brovie, что у гибридной органики, что у чистой неорганики, в принципе, одинаковые. Диапазон плюс-минус один и тот же. Почему так? Вопросов больше, чем ответов. Если обобщенно и про любую неорганическую краску на железоокисных пигментах, неорганика просто-напросто тусклая. Смотри наглядно. Вот так вот выглядит компонент, который содержится в неорганических красках, то есть красный пигмент, который нужен для создания коричневых красок. Он выглядит вот так. Есть Red 101, есть Red 102. Это плюс-минус одинаковые цвета, чуть-чуть они разные по оттенку, но
он не такой яркий, как, например, Orange 13, который входит в составы гибридной органики. То же самое с желтым. Есть Yellow 42, есть Yellow 43, плюс-минус тоже немножко они различаются по оттенку, но они все вот такие охристые. И Yellow 14, насколько органические компоненты более яркие, чем неорганические компоненты. Ну, разница как бы сильно очевидная. И суть в том, что когда ты вкрашиваешь неорганику, ты не только видишь хуже пигмент, просто мы не будем сейчас трогать тему по отражению света и прочего, но у тебя еще достаточно быстро это все начинает метаболизироваться организмом. Поэтому в процессе носки перманентного макияжа неорганические пигменты, конечно, быстрее покидают организм. Про это мы снимали отдельные видосы, мы ссылки оставим в описании. Это первое. Вот из-за этого всего, из-за того, что это, да, это тускнее, это более тускло, и создается ощущение, что в коже ничего не осталось, и красишь ты долго. Поэтому оно, кстати, еще более-менее так естественно смотрится, потому что все это в итоге выглядит легкой дымкой. Если говорить конкретно за какого-то определенного производителя, то, конечно, помол пигментов может сильно отличаться, поэтому размеры могут быть другие, и в других неорганических красках они могут быть крупнее, ну, в разумных пределах крупнее, чтобы ты могла закрасить эту краску все-таки единицей. Потому что, конечно, она будет лучше краситься пучками, но пучками мало кто красит такими крупными, как, например, те пучки, которые используются в художественной татуировке. Поэтому здесь могут быть, конечно, какие-то проблемы с вкрасом, и ты будешь действительно долго ковыряться. Но если говорить про брови, а мы сегодня говорим про краску брови, то размеры частиц одинаковые. И если вдруг тебе кажется, что краска неорганическая наша красится дольше, то это только потому, что она более тусклая. Очень интересно, что ты думаешь по поводу всего сказанного. На вопрос твой ответил, и вообще надеюсь, что ты до сюда досмотрела.